вам сейчас покажем эксклюзивную экскурсию на шерпах. Посмотрите на эти колеса, друзья! Впереди начинается уже практически вода. О, телефон, чувак! Всем привет, это Антон Тараненко, это Visit Kyiv. И мы где? В Чернобыле! И что мы тут делаем? Мы вам сейчас покажем эксклюзивную экскурсию на шерпах. Это именно те монстр-траки украинского производства. Слышите этот звук? Слышите? Мне кажется, нам сюда. Сюда, сюда, сюда! Посмотрим, как это. Это реальность, ребята. И это прямо сейчас будет. Вот. Much later. Вот. И смотрите. Это супер крутая штука, которая на самом деле делает просто пушку. Посмотрите на эти колеса, друзья. Это бум. Вперед. Сейчас мы на нем прокатимся. Вы хотите, чтобы мы на нем прокатились? А он еще и плавает прямо сейчас. Друзья, ну тут просто нужно держаться действительно очень сильно, поэтому или два, но экстремала, либо один, но приличный. Ну что, друзья? Значит так, мы сейчас будем тестить эту штуку. Здесь 3 и там 1, 4, ну говоря, где-то 5-6 мест. Приезжая в тусовку, вы можете прокатиться. В принципе, прикольно. Мягкие кресла. Если вы помните, у меня был выпуск вот здесь по ссылке, где мы делали обзор полностью именно этому шерпу. Сейчас мы делаем обзор маршрута, который будет в туристической Чернобыльской зоне. Ну что, мы поехали, друзья! Держись крепко. Вот это... О, телефон, чувак! Вот, смотрите, сейчас мы едем сзади, и я вам скажу, это не так экстремально, как впереди. Впереди начинается уже практически вода, и, ребята, это просто капец. Поэтому тем, кто по экстремальнее, выбирайте, конечно же, место впереди. А те, кто по сыкливее, выбирайте позади. Мы идем в речку, друзья. Держите ноги. Смотрите, та-та-та-та-тан, та-та-тан, та-та-тан. Воу! Друзья, мы погрузились в воду, собственно, это практически человек-амфибия, но только made in Ukraine, чтобы вы понимали. Шерп — это исключительно украинская разработка. Кстати, сейчас практически все америкосы, вот раньше катались на Lamborghini, а сейчас имеют в парке в своем шерп. Это считается сверхкруто, имейте в виду. А эти не открываются? Нет, не стоит, потому что иногда его кренит очень сильно. Зато у нас есть люк, и вот в люк мы чуть-чуть позже. Но это не точно. Тот маршрут, который у нас есть сейчас, он составлен из болота, песка, воды. И мы сейчас с вами подплывем к кладбищу кораблей в городе Чернобыль. Друзья, сейчас мой друг Ярик, Чернобыль Тур, расскажет вообще, где мы, потому что на самом деле мы на кладбище затонувших или не ушедших кораблей. Пока что не ушедших. На самом деле, каждый из этих кораблей, он принимал участие в ликвидации последствий аварий. Первые годы после самой аварии они все были загрязнены радиацией. И действительно, вот просто свезены в Чернобыльский затон, так называемый, это залив Припяти. Слушай, у меня Они есть доступны. быстрая история. Ты пока расскажешь, Да. я сгоняю за дозиметром и проверю радиацию. Давай. Мне интересно. Вот. Итак, друзья,
Смотри, друг мой, вот я, собственно, нашел, тут Мы 0.09. видим, это 9 микрорентген. 9 микрорентген. У нас на Андреевском спуске в офисе в центре Киева 15 микрорентген. это же А офис здесь 9. Чернобыль Не, ну Тора. это же не от того, что мы светимся. На самом деле это уровни здесь на воде ниже, чем в городе Киеве. В самолете сколько? 450 где-то. 450, А здесь здесь 9. 9. Шок-контент, уберите детей с экрана. Водитель дал мне порулить шерп. Смотри. Рекомендую также заехать в сам город Чернобыль. Советская архитектура и дома, в стенах которых более 30 лет не было жизни. А также истории местных, что до сих пор находятся там. Это интересно, поверьте. Это был новый выпуск из Чернобыля про эксклюзивный новый туристический маршрут на украинских Monster Truck, на самых крутых шерпах, внедорожниках, которые могут ездить и по воде, и по бездорожью, и по лесу. Смотрите нас каждую неделю, украинскую, на русском и in English. See you next week. Bye. Whoa!